Специальное место в подъезде. Это выглядит как киоск. В России подоконник обычно широкий. Здесь широкий подоконник, чтобы люди могли воспользоваться туалетом, даже если нет электричества. Я не говорю про тараканов, мышей, нет. Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа. Здесь я говорю о русском языке и о русской культуре. Это видео будет на русском языке. Вы можете включить субтитры на русском и субтитры на английском. Сегодня я хочу рассказать о типичной квартире в России. И я могла бы снимать это видео в моей квартире в России и показывать сразу что-то, но, к сожалению, сейчас я нахожусь не в России, и я не могу это сделать. Но, так как уже больше года я живу в другой стране, я сейчас живу в Турции, я успела понять, чем отличается квартира в России от турецкой квартиры. Я думаю, что это интересная тема. Мы часто обсуждаем ее на уроках с моими учениками. И я заметила, что иногда обычные для меня вещи кажутся странными для моих учеников. Давайте начнем. Я постараюсь добавлять фотографии, как-то иллюстрировать то, о чем я говорю. Начнем со стен. Стена, и на ней у нас в российской квартире обычно обои. Обои – это бумага на стене. Конечно, сейчас уже начали красить стены в какие-то нейтральные оттенки, как уже давно это делают в Европе, но не большинство. А вот если вы придете в гости к бабушке, то очень может быть, что на стене вы увидите ковер. Да, сейчас это редко, но по-прежнему это сохраняется. В моем детстве, конечно, у бабушки на стене висел ковер, и у меня много фотографий, может быть, я смогу их добавить, где я стою на фоне ковра. Когда я спрашивала мою бабушку, зачем это нужно, потому что это уже не современно, не модно, не красиво, она сказала то, что так тепло, так хорошо, поэтому это всегда будет здесь. Мы не спорили с бабушкой. И я думаю, для шумоизоляции все-таки это тоже хорошо, потому что стены иногда очень тонкие, слышно, что происходит в соседней комнате, а здесь у тебя есть дополнительная шумоизоляция. Следующий пункт, про который я хотела бы сказать, это балкон. И здесь я вижу большое отличие между балконом в России и балконом в Турции. Во-первых, это размер. Очень часто в России балкон это может быть 3 метра на 1 метр. Да? То есть это не очень большой балкон. В Турции же делают большие балконы для того, чтобы можно было там поставить стол, кресло и что-то еще. Также это отличие по функционалу, потому что, к сожалению, в России мы очень часто используем балкон как место, чтобы хранить ненужные сейчас вещи. То есть, например, там можно хранить чемоданы, там можно хранить лыжи, санки, там можно хранить мечи, вещи, которые вы не используете. Но на самом деле есть очень понятная причина, и это погода. Конечно, в России у нас есть разные зоны, и погода меняется, но все-таки очень часто это будет холодно. Поэтому балкон не используют как место, на котором круглый год можно сидеть, отдыхать, пить чай и наслаждаться видом из окна. Также в России очень часто балкон будет закрытый или, как мы говорим, застекленный. То есть будет стекло, тоже связано с погодными условиями. Мы хотим сделать балкон немного теплее, и чтобы когда на улице дождь, снег не попадали на балкон. Теперь давайте поговорим про окно, а точнее, что под окном. Под окном у нас подоконник. Так вот, в России подоконник обычно широкий, и обычно на нем стоят растения, то есть это комнатные растения. Потому что, опять же, очень часто за окном серая погода, очень грустно, нет зелени, и таким образом ты можешь сделать это что-то зеленое, красивое, мини-сад у себя на подоконнике. Но также это могут использовать как функциональное место, чтобы просто поставить туда книги, может быть, микроволновую печь, микроволновку на кухне и все остальное. Дальше, под подоконником у нас обычно батарея.
Батарея нам нужна для того, чтобы осенью, зимой, весной в квартире было тепло. Сейчас в новых домах вы можете регулировать температуру, какую вы хотите у себя в квартире, но очень часто вы не можете менять температуру. То есть это централизованно, включается такая температура, и если вам жарко, вы просто открываете окно, если вам холодно, это ваши проблемы. Но чаще это бывает действительно жарко. Например, я привыкла, что дома зимой может быть 26 градусов, и для меня это абсолютно комфортно. Поэтому зима здесь, в Турции, для меня была очень сложной, потому что я не привыкла, когда дома 15 градусов зимой. Давайте также поговорим про ванную и туалет. Обычно, неважно какая большая квартира, это одна ванная, один туалет. И очень часто это одна комната. И поэтому большие семьи, они сталкиваются с такой проблемой, что нужно стоять в очереди и ждать, когда твои родственники примут душ или воспользуются туалетом, чтобы самим туда попасть. Опять же, в новых домах такая проблема решается, и уже начали делать 2 ванные комнаты, 2 туалета, но все-таки в большинстве домов вы такое не найдете. Также в России по-прежнему любят принимать ванну, и вы можете встретить ванну в домах. Конечно, душевые кабины тоже уже очень популярны, просто потому что это занимает меньше места, но очень часто у вас есть ванна, которую вы тоже будете использовать как душ, потому что есть шторка, да, штора или шторка, вы можете закрыться, принять душ в ванне. Дальше. Дома мы переобуваемся. Это значит, что мы снимаем уличную обувь и надеваем домашнюю обувь. Домашняя обувь называется тапочки. Они могут быть совершенно разные, открытые, закрытые, любых цветов. В коридоре обязательно есть место, куда вы можете поставить уличную обувь. Это может быть полка, это может быть шкаф, который вы можете открывать. Также обычно в коридоре есть место для верхней одежды. Верхняя одежда – это пальто, куртки, плащи, шубы и так далее. Потому что большую часть времени вам нужна верхняя одежда. Конечно, в России, особенно в больших городах, много новых домов, но все-таки большая часть домов – это дома, которые построены в 60-х, 70-х, 80-х годах. Типичный пример – хрущевка. Вот так она выглядит. И на самом деле такой дом называется дом хрущевской постройки, но коротко люди просто говорят хрущевка. Никита Хрущев, советский политический деятель, председатель Совета министров СССР, и именно его фамилия в корне этого слова. Хрущев, хрущевка. Таких домов очень много по всей России по сей день. И у таких домов тоже есть отличительные черты. Например, это маленькая кухня. Такая маленькая, что даже если там стоит 2 человека, вам будет сложно там повернуться. Также другая отличительная черта – это окно из туалета на кухню. То есть у вас есть стена. Например, здесь улица, здесь кухня, здесь ванная и туалет вместе. И вот в этой стене у вас будет окно между кухней и ванной. Получается, что свет с улицы сначала падает на кухню, а потом через окно он падает в ванную. И очень много теорий, зачем нужно это окно. Здесь говорят и про профилактику туберкулеза, и про какие-то аварии, несчастные случаи. Но все-таки самое вероятное, что такое окно делалось именно для того, чтобы, если отключают электричество, а такое раньше было часто, чтобы люди могли воспользоваться туалетом, даже если нет электричества, потому что есть свет из этого маленького окна. Также в хрущевках обычно есть кладовая комната или ее называют кладовка. Это комната для каких-то бытовых вещей. В нашей семье в кладовке обычно стояли компоты, варенья, инструменты, старые вещи, может быть, верхняя зимняя одежда иногда. Сейчас из такой комнаты начали делать маленький гардероб. Теперь поговорим про подъезд. А что в подъезде? А в подъезде у нас тоже растения.
Обычно в подъезде стоят большие растения, которые, может быть, занимают очень много места в квартире, но в подъезде есть место и достаточно уютно становится, если в подъезде стоит растение. Обычно в каждом подъезде есть женщина, которой нравится заниматься цветами. И она с удовольствием поливает цветы в подъезде, протирает их листья, да, ухаживает за этими растениями. Я думаю, что это очень хорошая идея. Хочу поговорить про почтовые ящики. Вот так они выглядят в России. То есть обычный почтовый ящик. Иногда они находятся на первом этаже, иногда между вторым и третьим этажом, то есть всегда по-разному. И на самом деле меня это очень удивило в Турции, потому что здесь почтовый ящик, по крайней мере в нашем доме, выглядит как просто доска, на которой есть кнопки, и там обычно оставляют счета или другую корреспонденцию. Если кто-то смотрит меня из Турции, скажите, пожалуйста, есть у вас такие почтовые ящики, как в России, или все-таки всегда это будет только доска? Я рассказала о том, что есть в подъезде. Теперь давайте поговорим про то, кто есть в подъезде. Я не говорю про тараканов, мышей, нет. Я говорю про консьержку. Консьерж, консьержка– это обычно женщина, обычно пенсионерка, которая следит за порядком в подъезде. То есть у нее есть специальное место в подъезде. Это выглядит как киоск на самом деле. И обычно такая женщина спросит вас, к кому вы пришли, зачем вы пришли, когда вы уйдете, почему вы пришли и так далее. И да, наверное, гораздо легче поставить просто камеру видеонаблюдения, но это дополнительное рабочее место для пенсионеров. И я тоже считаю, что это очень хорошо. Хотя иногда получаешь слишком много вопросов, на которые ты не хочешь отвечать. И сейчас я хочу посмотреть реальные объявления. Так, все, я готова. Во-первых, мы на сайте ЦИАН, потому что здесь достаточно удобно смотреть, в каком районе это находится и как выглядит квартира. Мы будем смотреть «Снять», то есть арендовать квартиру. Давайте двухкомнатную, то есть это гостиная плюс комната. Дальше цена нас не интересует, нас интересует Москва. Москва. Так, показать на карте. Теперь на карте мы посмотрим, где есть эти предложения. Итак, вот Москва. Я предлагаю посмотреть что-то в центре Москвы. Давайте посмотрим. Так, театральный охотный ряд. Так, ну давайте вот это вот. Что у нас здесь? У нас есть зал. Вместе. Да, у нас вместе гостиная и кухня. Это комната. Большие окна, посмотрите. И, кстати, здесь маленькие подоконники. Не так, как я сказала. Но я уверена, мы найдем квартиру с большими подоконниками. Красивое большое окно. Много света. На стене мы не можем понять, что, но видим, что это что-то нейтральное. Так. Дальше ванная. Вот как раз ванна и шторка. Штора. Стиральная машина. Туалет отдельно от ванны. И прекрасный вид. Центр Москвы. Вот он подъезд. Во-первых, у нас старый лифт. Очень красиво, посмотрите. И у нас еще есть растения, которые стоят в подъезде. Вот они, растения. Большой подъезд. И здесь у нас почтовые ящики. Да, вот так выглядят почтовые ящики. Здесь они открыты, потому что, я думаю, это дом под охраной. Очень красиво. Угу. Так, давайте посмотрим теперь что-то не в центре Москвы. Давайте посмотрим что-то, не знаю, может быть, где-нибудь вот здесь. Итак, что у нас здесь есть? Диван. Вот такая мебель называется стенка, которая стоит у стены.
Дальше у нас там есть балкон. Мы видим, что балкон со стеклом, закрытый балкон. Так, вот здесь широкий подоконник. Так, это наша кухня. Посмотрите, пожалуйста, какая маленькая кухня и как мало места, где можно готовить. Потому что, ну, здесь много места занимает микроволновка. Дальше здесь мы поставили чайник, например. И готовить мы можем только здесь. Очень мало места. Так, стол, холодильник. Это у нас, я думаю, гостиная. Такой стол советский. Я думаю, про него можно снять отдельное видео. Какой этот стол. Да, вот. Широкий подоконник опять мы видим. Какой-то диван. Стиральная машина, которая стоит в коридоре. Потому что, видимо, очень мало места в ванной. Тоже опять отдельно. Смотрите, ванна. У нас есть здесь шторка. Вот эта шторка. Раковина и туалет отдельно. Коридор, в котором у нас есть место для верхней одежды. Видим там какой-то шкаф. И входная дверь. Да, вот это железная входная дверь. Так, и вид из окна. Не такой красивый, как на предыдущей фотографии. Так, ну я думаю, здесь понятно. Посмотрим с вами еще одну. Но давайте посмотрим где-нибудь в относительно новом районе, где стоят у нас, может быть, новые дома. Например, вот есть город Московский. Что здесь есть у нас? Давайте посмотрим. Итак, у нас очень... Это мы закроем. Очень симпатичная кухня. Смотрите, какое большое окно, много света. Достаточно маленький подоконник уже. Я напоминаю, что дом это новее, чем предыдущие дома. Так, тоже смотрите, как много света, замечательно. Так, дальше у нас есть телевизор. Супер. Я извиняюсь, просто машины едут куда-то. Что это у нас? Спальня. Да. На стене мы видим, это все-таки обои. Да, обои. Дальше вот наша ванная. Здесь у нас есть стиральная машина, раковина. Тоже ванна, не душевая кабина. Туалет отдельно. Да, мы видим, что туалет будет отдельно. Вот это коридор. То есть здесь у нас входная дверь, шкаф, в который можно повесить верхнюю одежду, и обувь. Обувь стоит около входа. Вот такая квартира. Давайте еще посмотрим, что здесь есть, какая информация здесь есть. Жилая площадь 35 квадратных метров, и площадь кухни пишут отдельно, 12 квадратных метров. Для России это очень много. Дальше у нас 7-й этаж из 25 этажей. В России этажи мы считаем с 1-го этажа, то есть у нас нет этажа номер 0, у нас сразу 1-й этаж. Так, дальше, когда у нас построили этот дом? Дом построили в 2021 году, то есть 2 года назад. И дальше нам пишут, что есть в квартире. Да? Холодильник, стиральная машина, телевизор, ванна, мебель в комнатах, посудомоечная машина, прекрасно, кондиционер, интернет, мебель на кухне. Замечательно, с этим мы познакомились. Также у нас есть цена, я напишу, сколько это в долларах. И еще у нас показали, где ближайшие станции метро. То есть до этих станций метро 5 минут на машине и 9 минут на машине. Если вы будете ехать на автобусе, конечно, это будет намного дольше. Я надеюсь, что вам все было понятно. Если непонятно, посмотрите, пожалуйста, субтитры. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить что-то или добавить, пожалуйста, напишите это в комментариях. Спасибо, увидимся в следующем видео. Пока-пока.